Всем привет, кто не в курсе, с вами Тихон. В этом ролике будем делать долгожданный дакотский очаг. Как известно, задача любого очага – это согреть. Ну и кто тут думает, что мне тут холодно, а? Итак, что мы тут, собственно, получили? Я нифига не индейский строитель, который там много раз все это делал, поэтому как умею, так кладу. Плюс у меня очень сухая вот эта почва, глина, вот она такими камнями. Воды, чтобы ее смочить, ну, мало, мне банально жалко ее. Вот, и, ну, собственно, я делаю это не на веки вечные, а для того, чтобы показать принцип работы. Что, собственно, делаем? Делаем индейский или костер охотника, да, или костер разведчика. Копается яма и копается отдельно воздуховод, чтобы обеспечить естественную конвекцию. Там воздух засасывается, здесь выходит наверх, горит костер. При этом у нас издали не заметен. И дыма от такого костра, как правило, немного. В более влажной почве колодец получается более аккуратным, отверстие круглое, лучше всего делать.
именно с учетом того, что туда будет вставляться индейская или финская свеча, неважно, как ее называть. Так вот, это будет вертикальный костер. Сюда внутрь будут закладываться вертикально вязанки ли, либо одним поленом, не суть важно, индейская и финская свеча. Наша задача выложить вот таким образом колодец. При наличии воды или влажной почвы камни укладываются на глину, но и вот так вот они достаточно хорошо, в общем-то, раскреплены. Ну, хорошо ли, плохо ли, время покажет, хотя я не собираюсь им пользоваться долго. Только показать. Итак, вот у нас, собственно, отверстие забора воздуха, которое, точнее, через это отверстие сюда, в эту камеру горения, будет попадать воздух. Далее делаем, собственно, очаг. Здесь у меня не будет ставиться палатка или типи индейская, да, хотя, в принципе, она у меня здесь с собой есть. Вот. Поэтому я сделал поближе к склону, просто чтобы облегчить себе работу. Вот. Вообще, от непосредственно очага до входного отверстия забора воздуха траншея делается 3-5 метров, в зависимости от типи. И отверстие для забора воздуха в земле делается 2. Одно, которое будет забирать воздух внутри палатки, а второе чуть дальше, которое будет забирать воздух холодный снаружи. В зависимости по необходимости эти отверстия закрываются либо оба, либо одно из них. Для розжига костра, когда нужна хорошая конвекция, когда нужно хорошее горение, воздух забирается снаружи палатки. Он проходит по всей, значит, траншее, хорошо горит, соответственно, костер. После того, как угли прогорели, внешнее, то вот отверстие, которое за границами палатки, закрывается, и для обогрева уже открывается внутреннее отверстие. То есть теплый воздух циркулирует внутри самой палатки, проходя через камни. Вот такой у меня забор воздуха получился. Повторяю, траншея может быть 3, 5, 8 метров длиной. Конвекция все равно будет хорошая. Тут у нас получилось вот так. Так. И вот у нас тут забор воздуха. Точнее, приток воздуха. В прошлом ролике, посвященном Дакотскому очагу, теорию, на мой взгляд, рассказал достаточно полнее, я ее просто не знаю. В чем суть? Мы имеем, во-первых, надежный костер, у которого хорошая тяга, именно конвекция, да, он горит всегда хорошо, дрова в нем сгорают всегда очень, то есть полностью. Когда вот он, если уж он прогорел, то прогорел полностью, сгорело все в золу. Это важно так как мы живем все-таки в палатке, да, там есть щели, но тем не менее угарный газ, индейцы знали о нем, да, понимали, что это все небезопасно, поэтому для них также было важно полное сгорание дров. Плюс к этому весь тот жар, пока они готовили свое варево там на нем, камни раскалялись. Все время, пока происходила готовка какие-то, бытовые, камни набирали в себя тепло. И те, которые внутри, и те, которые сейчас еще будут сложены сверху.
И вот на таком очаге, вот на таком, вот в таком виде он был, ну, основное время суток. Вокруг были уложены вот таким образом камни. То, что мы часто видим в фильмах, да, посередине какого-то индейского жилища, вот таким образом лежат камни. Только в середине, вот прямо здесь обычно показывается, что вот здесь вот посередине, прямо вот в этом горит огонь, и якобы камни, ну, просто для безопасности. На самом деле нет. Там было вот такое отверстие делалось. Никто открытого пламени вот здесь вот не устраивал. Это небезопасно. Дикарями они не были. У них это, естественно, было все еще более аккуратно, то есть не еще более, а значительно более аккуратно. Это мои кривые руки и, ну, отсутствие опыта. Вот как-то так целый день вот это все здесь лежало. Сверху была тренога, все это готовилось. Значит, камни разогревались. Вот эти камни, они были чуть в сторонке, они как бы до поры до времени не участвовали в процессе. Летом, понятно, тепло, им в дальнейшем, значит, очаге не было необходимости. Зимой происходило следующее. Разжигается такой костер очень легко, и когда разгорается, он очень неприхотлив к дровам. То есть тяга хорошая. Вот, он, имея уже жар, пожирает все, что угодно. Сырые дрова легко высушивает любое дерево и дает мало дыма. На всем этом вот так готовилась. Могла стоять посуда, горшки и так далее. Но зимой, когда приходило время уже, собственно, отбиваться, наступало время для следующего этапа. Конечно, в таком виде она будет не такая долгоиграющая, как если бы мы сделали из одного толстого полена ее. Но тем не менее, что есть, из того и делаем. У меня здесь тяжело с толстыми дровами, поэтому я сделал вот такую вот импровизированную. Это не значит, что нужно так делать. В принципе, так можно делать. Но в целом у нас имеется нормальная финская свеча. Кто не знает, как ее делать, индейская свеча. Посмотрите ролик. Их несколько штук у меня на канале, да? Вот. Делаем под диаметр вот этой трубы нормальную финскую свечу. И заряжаем ее туда. Гореть она будет 4-5 часов в зависимости от диаметра. Как видите, на первом этапе, пока еще не прикрыт доступ воздуха, дым все-таки есть. Его немного, потому что, ну, финская свеча вообще не сильно дымит. И, кстати, это в основном это пар от камней. Камни сохнут. Вот они мокрые все. Вот. Это сохнут камни. Сейчас покажу. Все в испарине. То есть это больше даже не дым, а пар.
И видно, что вот, не знаю, на камере будет видно, там активное пламя. Это, ну, не прогоревшие снизу, и, то есть, сама свеча у меня не очень правильная, поэтому она горит сильно. Нормальная индейская свеча из толстого полена будет гореть вот тлением очень долго, без пламени вот такого открытого. Но, как видите, даже вот такая она, ну вот, дыма совсем немного. Вот. Ну, то есть, вот он на меня попадает, это не дым, это пар. Вот он. Ну, то есть, собственно, видно, да, что глаза-то не режем. Вот. Когда все это высохнет, дыма будет еще меньше. И активного вот этого огня такого не будет. Здесь мы, соответственно, регулируем поддув, активность горения. И да, собственно, индейцы, как и мы сейчас в походах, использовали вот этот вот способ для бани. То есть вот сложенное таким образом очаг, без всяких вот сложностей, решеток каких-то. Я видел, как люди там титаническими усилиями делают баню. Вот таким образом сделанная баня, то есть, ну, будет работать гораздо лучше, чем то, что вот зачастую люди там мутят, стараются что-то там напридумывать, выдумывать, навыделывать. Вот, какие-то там решетки с собой таскают, трубы там вставляют, что-то такие громоздкие сооружения делают. Причем камни коптятся, ну, минимально. Угара с такой бани, там внутри вот эта свеча, она, во-первых, очень долго работает, с нее жар поднимается наверх, вот тяга, да, идет, вот весь жар поднимается, проходит вот сквозь эти камни наверх, вот, мы имеем хорошую баню, и да, индейцы точно так же ее использовали, причем делали, я где-то слышал, что у них отдельные якобы бани. Нет, на самом деле помывку, постирушки все устраивали в том же там типе. Вот. Золу выгребали, когда вот, естественно, он требует обслуживания. Выгребаемая зола использовалась для уничтожения всяких насекомых. Она посыпалась, земля вокруг палатки, она делалась, опять же, щелок из него выбивался. Ну, наверное, нет нужды объяснять, каким образом, да, через воду выбивался щелок вот из золы. И зола тут же использовалась тоже для дезинфекции. Там блохи, там вши и так далее. Вот, индейцы были очень чистоплотные, поэтому мылись они часто. Постирушки у них там были часто. Все это вот, шкура, все это, постирушки, все это делалось вот таким образом. В результате мы получили комплекс из 3 составляющих, которые известны сейчас, ну, наверное, всем, да. Костер разведчика, или индейский костер, или дакотский костер, финская свеча или индейская свеча, и походная баня или индейская баня. Все это условно мы называем дакотский очаг. Естественно, он был не только дакотским, и другие племена, и сиу, и не сиу использовали именно вот такую систему для обогрева, для приготовления еды, и она очень хорошая, очень универсальная, особенно если у вас есть постоянные места стоянок. Один раз по-хорошему сделал, вот я затратил на это минимум сил, да, имея камни, да, вот на берегу реки, озера, где много камней, имея время, можно сделать больше, можно сделать, ну, более культурно, красиво, вот, и это работать будет очень долго и доставлять вам массу приятных впечатлений. На этом у меня все, с вами был Тихон, всем пока. Один из основных плюсов виден, да, там активное горение происходит, но при этом, не знаю, видно будет, но при этом, собственно, дыма практически никакого. Все еще продолжать, даже такая неказистая финская индейская свеча, как у меня, все равно продолжает еще гореть. Я думал, она прогорит значительно быстрее. Камни разогреваются.
На мой взгляд, вот эта вот конфигурация хорошо работает именно для походных бань, потому что тебе не нужно несколько часов устраивать танцы с бубном, сперва складывать какими-то очагами, там, значит, потом подкладывать несколько часов. Один раз обустроил, один раз зарядил нормальное бревно туда, оно несколько часов без твоего участия топит вот эту, обогревает, раскаляет вот эту гору камней. Камней может быть значительно больше, да? Вот. Потом ты возвращаешься, там внутри уже все прогорело, ставишь палатку, плещешь, паришься. Идеально. Попробуйте, я думаю, понравится.